Глава 1591. Кукла. Цзя Тяньмо был чрезвычайно опытным в марионеточном искусстве, так что он определенно не был тупым идиотом. Таким образом, он смог мгновенно понять намерения Хань Ли. «Я действительно хочу использовать телепортацию, чтобы попасть на другой континент». При нынешних обстоятельствах Хань Ли не видел смысла скрывать правду. «Вам будет довольно сложно получить доступ к телепортации, брат Хань». Цзя Тяньмо криво усмехнулся и покачал головой. «Я знаю, что использование этой транспортной формации требует затрат огромного количества энергии, но я просто хотел спросить, могу ли я получить разрешение на использование этой транспортной формации в качестве постороннего?» — медленно спросил Хань Ли. Выражение его лица осталось неизменным, но на самом деле он очень нервничал, боясь услышать ответ. В конце концов, это была его основная цель посещения Цзя Тяньмо. После короткой паузы Цзя Тяньмо ответил: «По правде говоря, если бы вы были святой расой из одной из наших 13 небесных облачных рас, то вам, конечно, не составило бы труда запросить доступ к транспортной суперформации. Но, учитывая, что вы не удовлетворяете ни одному из этих критериев, это будет чрезвычайно сложно для вас. Однако, учитывая, что вторжение расы Дзяочи почти неизбежно, есть небольшая вероятность того, что может быть сделано исключение. Если вы внесете значительный вклад за 13 небесных облачных рас в битве против армии расы Дзяочи, тогда, возможно, есть шанс, что вам может быть предоставлен доступ. Однако я отвечаю только за изготовление марионеток, поэтому вам придется обсудить конкретные детали со старейшинами. Вдобавок ко всему, из-за надвигающейся битвы все наши 13 рас приглашают своих союзников. Я уже рассказывал старейшинам о том, с какой легкостью вы смогли убить нескольких существ Дзяочи вашего ранга культивации, и они весьма заинтересованы в вас». Услышав это, Хань Ли нахмурился. С его личностью последнее, что он хотел сделать, это оказаться втянутым в битву двух великих держав. В такой крупномасштабной битве с участием стольких могущественных существ даже существо, обладающее его способностями, с легкостью могло погибнуть. Спасибо за эту информацию, я обязательно внимательно рассмотрю все варианты. Мне придется побеспокоить тебя, чтобы ты действовал как посредник, если я когда-нибудь захочу попросить аудиенции у старейшин 13 раз, сказал Хань Ли с серьезным выражением на лице. «Это не проблема, особенно после того, что вы сделал мне такой драгоценный подарок», без колебаний ответил Цзя Тяньмо. Услышав это, на лице Хань Ли появилась улыбка. После этого Хань Ли больше не говорил о транспортной формации, вместо этого решив обсудить с ним марионетку. Как только обсуждение перешло к марионеткам, глаза Цзя Тяньмо сразу же загорелись, и он стал намного разговорчивее. Благодаря его удивительному мастерству в марионеточном искусстве, многие из его идей показались блестящими даже для Хань Ли, и Хань Ли многому научился из их разговора. Несмотря на это, Хань Ли также получил технику создания марионеток от монарха расщепления души, поэтому он также смог предложить некоторые уникальные идеи к большому удивлению и восторгу Цзя Тяньмо. Через полдня Хань Ли покинул гору сияющих облаков и вернулся в гостиницу. Войдя в комнату, Хань Ли сразу же активировал ограничение, которое он установил ранее, чтобы полностью закрыть это место. Затем он небрежно подошел к углу комнаты и сел, скрестив ноги. Он не нашел ответа, который искал, но лучше понял пользование транспортной суперформацией, а также приобрел универсальную разумную марионетку. Хань Ли провел рукой по своему браслету для хранения, и оттуда во вспышке лазурного света появился длинный деревянный ящик. Он осторожно снял крышку, увидев тонкую белую змею внутри, и в его глазах вспыхнул синий свет, пытаясь разобрать внутреннюю структуру марионетки. Однако эта разумная марионетка действительно была особенной. Даже после использования его глаз духовного прозрения ее жизненно важные органы все еще были для него довольно размытыми, и он не мог понять, как функционирует эта марионетка. При виде этого Хань Ли слегка нахмурился и тут же высвободил свое мощное духовное чувство, чтобы охватить всю змею. Он направил свое духовное чутье на эти расплывчатые жизненно важные области, но его тут же оттолкнуло. Остальные части белой змеи были очень похожи на обычных марионеток, за исключением того, что использовались некоторые специальные материалы. Некоторые внутренние структуры также были довольно глубокими, но он смог понять, как они работают, хотя и с некоторыми трудностями. Оказалось, что области, которые были только у разумных марионеток, лежали в тех размытых областях, доступных для обзора. Дело не в том, что он не мог использовать свое мощное духовное чутье, чтобы насильственно проникнуть в эти области, но это определенно нанесло бы марионетке некоторый ущерб. Более того, если бы он мог это сделать, то другие существа, которые владели разумными марионетками в прошлом, также смогли бы сделать то же самое. Однако секрет разумных марионеток по-прежнему хранился исключительно в древней звездной расе, так что этот курс действий явно не работал. Скорее всего, это повредит марионетку, но он все равно не сможет разгадать ее секреты. Немного помедлив, Хань Ли, наконец, решил не рисковать и вместо этого решил провести церемонию признания мастера.
Затем он открыл рот и выпустил лазурную нить, которая, сделав вокруг его запястья, снова исчезла в его теле. В этот момент Хань Ли вытянул запястье, и во вспышке лазурного света несколько капель эссенции крови упали с его запястья на белую змею в коробке. Капли эссенции крови только на долю секунды соприкоснулись с телом змеи и исчезли. Сразу после этого Хань Ли сделал печать заклинания и наложил серию заклинаний на белую змею. В результате неподвижная белая змея внезапно подняла голову, и из ее пасти вырвался шипящий звук. Затем марионетка вылетела из коробки и облетела вокруг Хань Ли. Однако Хань Ли, не обращая на это внимания, снова перевернул руку и выпустил стопку пластин разного цвета. После он снова поднял руку, и все пластины формации взлетели вверх в виде шаров духовного света, а затем исчезли в близлежащем пространстве. В следующее мгновение в воздухе появилась пятицветная световая формация размером около 10 футов. Внутри формации мерцали разноцветные руны, представляя собой довольно мистическое зрелище. Хань Ли указал пальцем на белую змею перед ним, и в ее глазах вспыхнул красный свет, пока она нерешительно кружила в воздухе. Однако, в конце концов, она не смогла противостоять силе духовного чутья Хань Ли и медленно полетел в световую формацию. По повелению Хань Ли формация издала звенящий глухой звук, после чего появилось бесчисленное количество рун, которые в следующее мгновение неистово устремились к марионетке. Слой малинового света покрыл тело марионетки, но она оставалась совершенно неподвижной, позволяя рунам сливаться с малиновым светом. При виде этого на лице Хань Ли появился намек на восторг. Этой технике признания мастера он научился во время пребывания в расе Тяньпэн, и она была намного эффективнее других традиционных методов. После использования этой техники на марионетке, даже существо, которое было намного более могущественным, чем он, не смогло бы вырвать контроль над марионеткой. Активировав формацию, Хань Ли медленно закрыл глаза, оставляя световую формацию непрерывно мигать, паря в воздухе. Церемония признания мастера длилась день и ночь, прежде чем Хань Ли снова открыл глаза. Затем он начал что-то повторять, махнув рукой в сторону белой змеи внутри формации, и из ее тела вырвался ослепительный белый свет, и она вылетела из формации. Она закружилась в воздухе, превратившись в женщину в белом, которая медленно и бесшумно спустилась рядом с Хань Ли. В глазах Хань Ли мелькнуло удивление, глядя на великолепные черты женщины, и он улыбнулся, размышляя: «Похоже, ты действительно не обладаешь высоким уровнем духовной природы. Ты просто как человекоподобная марионетка. С этого момента я буду называть тебя куклой». Услышав это, в глазах женщины в белом мелькнул красный свет, но она все еще оставалась совершенно неподвижной. При виде этого Хань Ли покачал головой и сделал печать заклинания. Из тела женщины сразу же вспыхнул духовный свет, и она снова превратилась в белую змею, а затем исчезла в его рукаве. Затем он снова указал на световую формацию, и она немедленно исчезла, снова превратившись в дюжину пластин формации, каждая из которых была спрятана в браслете хранения Хань Ли. После короткой паузы он вытащил еще одну белую нефритовую шкатулку, на которую было наклеено несколько малиновых талисманов. Это был не что иное, как один из таинственных шкатулок, которые большеголовое существо доверило каждому. Судя по осторожности, с которой большеголовое существо обращалось со шкатулками, и по усилиям, которые раса Цзя Чи прилагала для того, чтобы их заполучить, нетрудно было сделать вывод, что в них были чрезвычайно важные предметы. Однако из-за того, что на коробку могло быть наложено чрезвычайно сильное ограничение, Хань Ли не удосужился попытаться ее открыть. Теперь, когда ему было необходимо попросить аудиенции у старейшин древней звездной расы, ему, естественно, сначала пришлось бы выяснить содержимое шкатулки, чтобы посмотреть, есть ли в ней что-нибудь, что он мог бы использовать. Хань Ли чувствовал, что предмет в коробке чрезвычайно важен для древней звездной расе. В этом случае был шанс, что он мог использовать его для обмена на возможность использовать транспортную суперформацию. Конечно, Хань Ли не захотел бы передавать шкатулку древней звездной расе, не проверив сначала ее содержимое. Только зная, что это за предмет, он мог эффективно торговаться с древней звездной расой. Помня об этом, Хань Ли взглянул на стены своей комнаты, мерцавшие слабым белым светом, и слегка нахмурился. Если открытие нефритовой шкатулки вызвало бы огромный шум, то установленного им ограничения могло оказаться недостаточно, чтобы полностью скрыть волнение. Таким образом, сначала ему пришлось установить еще несколько уровней ограничений. После Хань Ли снова вытащил несколько наборов флагов формации из своего браслета для хранения, и все они устремились к углам комнаты. Сразу после этого одновременно появился слой лазурного света и слой пятицветного света. Даже после установки двух дополнительных барьеров Хань Ли все еще был недоволен. Он поднял руку в воздух, и из его ладони выскользнула черная тень, превратившись в миниатюрную черную гору, которая была всего около фута высотой, парив над его головой.
Во вспышке духовного света слой серого света исходил из нижней части миниатюрной горы, образуя световой барьер, охвативший область радиусом в несколько десятков футов вокруг Ханли. Таким образом, территория вокруг Ханли была полностью заблокирована. Глава 1592. Пространственный ледяной талисман. Ханли уже изучил алые талисманы, наклеенные на поверхность шкатулки. В них не было ничего особенного и использовались только для подавления ауры предмета внутри коробки. Вдобавок ко всему, он уже сформулировал план по удалению этих талисманов. Для других это, скорее всего, могло стать довольно неприятной перспективой, но он обладал несколькими способностями, которые были чрезвычайно эффективны против ограничений. Таким образом, обезопасив свою комнату с помощью ряда световых барьеров, Ханли подбросил нефритовую шкатулку в воздух, где он неподвижно завис по его приказу. Затем он протянул нетронутую белую руку к нефритовой шкатулке, а световой барьер эссенции божественного света, излучаемый миниатюрной горой, стал заметно плотнее. В то же время из кончиков его пальцев появилось 5 белых черепов, каждый из которых увеличился в размерах и бросился к нефритовой коробке. «Сломать». Ханли отдал приказ, указав на 5 черепов, и все они в унисон открыли рты, выпустив волну пятицветного ледяного пламени, охватив собой всю шкатулку. Затем последовала удивительная сцена. Когда пятицветное ледяное пламя приблизилось к шкатулке, багровые талисманы на поверхности шкатулки сами по себе отделились от крышки. Талисманы должны были быть довольно легкими и живыми, но из-за эффекта пятицветного ледяного пламени они двигались намного медленнее, чем обычно, и Ханли мог ясно видеть, что происходило с ними во время отделения их от шкатулки. Этого короткого периода времени было достаточно, чтобы Ханли оценил все изменения, происходящие в коробке. Внезапно его лицо потемнело, и пятицветное ледяное пламя, вздымающееся вокруг нефритовой шкатулки, превратилось в массивную пятицветную руку, которая силой сняла с нее крышку. Из шкатулки вырвался взрыв чрезвычайно нестабильных, но мощных колебаний, после чего вырвался золотой шар света, пойманный и полностью остановленный пятицветной рукой. В этот момент раздался громкий удар, и вокруг нефритового ящика появилась формация красного света. Затем формация стала увеличиваться и уменьшаться, словно собиралась взорваться. Ханли взглянул на формацию и понял, что ужасающая духовная сила, заключенная в ней, была довольно мучительной даже для него. Таким образом, он немедленно сделал печать заклинания руками, и массивная пятицветная рука прочно сомкнулась вокруг золотисто-серебряного светового шара, со свистом устремившись к углу в виде полоски пятицветного света. В то же время барьер эссенции божественного света в соседней области внезапно сузился, образуя плотный серый столб света, который захватил световую формацию внутри. В следующее мгновение световая формация взорвалась, и внутри светового столба сразу же появился белый ореол. Затем столб света яростно задрожать, и на его поверхности появилась серия странных волн, выглядящих так, словно он мог побежден силой взрыва в любой момент. Ханли невольно прищурился и, холодно хмыкнув, открыл рот, выпустив шар серебряного пламени. Огненный шар превратился в серебряного огненного ворона, который в мгновение устремился в серый столб света и нырнул в ореол белого света. Затем произошел причудливый поворот событий. Сильные колебания, напоминавшие извержение вулкана в белом ореоле света, внезапно отступили, и в то же время ореол света уменьшился прямо на глазах. Всего за несколько мгновений он полностью исчез, и на его месте появился серебряный огненный ворон. Птица увеличилась в несколько раз по сравнению со своим первоначальным размером, втягивая в живот последнюю струйку белого света. При виде этого Ханли наконец вздохнул с облегчением. Он махнул рукой, и серебряный огненный ворон расправил крылья и вернулся к нему, исчезнув в его теле. Между тем, 5 белых черепов также исчезли с глухими ударами. В то же время пятицветная рука появилась в воздухе над его ладонью, а затем расслабила пальцы, выпустив шар золотого и серебряного света. Ханли поднял рукав вверх, и полоска лазурного света устремилась вперед, привлекая шар золотого света в его руки. Когда он сжал пальцы вокруг него, золотой и серебряный свет потускнел, обнажив предмет внутри. Он поднес руку к лицу, затем сфокусировал взгляд, чтобы провести более тщательный осмотр. Там был устаревший талисман, который в духовном свете казался длиной около полфута. Одна сторона сияла золотым светом, а другая светилась серебристым светом, а поверхность талисмана была испещрена глубокими волнами. В то же время на каждой стороне талисмана был вырезан неопознанный древний символ. Даже несмотря на то, что Ханли обладал обширными знаниями иностранных языков, он все равно не мог понять, на каком языке были эти символы. Ханли осторожно погладил поверхность талисмана пальцем, и на его лице появился намек на удивление. Подумать только, что-то, что Большеголовый так высоко ценил, было чем-то вроде этого. Несмотря на то, что талисман мерцал духовным светом, по его краям были признаки износа, указывающие на то, что это определенно довольно старый предмет. Кроме того, материал, из которого изготовлен талисман, тоже был довольно странным.
Одна сторона была ледяной на ощупь, в то время как другая была раскаленной, что указывало на то, что она, казалось, обладала свойствами льда и огня одновременно. При виде этого Хань Ли глубоко задумался. Однако, когда он провел пальцем по одному из древних символов, случилось нечто неожиданное. Из талисмана внезапно возникла полоска белого света, тонкая, как нить шелка, но была очень быстрой и исчезла в мгновение ока. Его ладони пронзил холод, за которым последовал легкий намек на колющую боль. Затем его рука стала немного влажной и липкой, и в замешательстве Хань Ли рефлекторно подбросил талисман в воздух, где он неподвижно парил над его головой. Затем он поднес ладонь к лицу и обнаружил, что на его ладони есть рана длиной в несколько дюймов. Рана сильно кровоточила, и казалось, что он не сможет сразу остановить кровотечение. Учитывая его мощное тело в сочетании с тем фактом, что эта рука культивировала мантру усовершенствования сотен меридианов, было совершенно невероятно, что тонкая белая нить могла нанести такой ужасный порез на его ладони. Несмотря на изумление в своем сердце, Хань Ли немедленно начал распространять магическую силу по своему телу. Из раны начали выходить пятнышки белого света, после чего она полностью зажила всего за несколько мгновений. После этого он взглянул на странный талисман наверху с интригой и недоумением в глазах. В этот момент от талисмана исходил яркий золотой и серебряный свет, и следы крови на нем быстро исчезали. Нет, они не исчезали, они были поглощены талисманом, губы Хань Ли дернулись, но прежде, чем он успел что-то сделать, талисман внезапно издал длинный крик, похожий на рев дракона. Сразу после этого в воздух взорвался столб золотого и серебряного света, полностью игнорируя барьер эссенции божественного света и другие ограничивающие световые барьеры, которые он установил ранее, а затем пробил крышу и поднялся прямо в небеса. Хань Ли мгновенно изменился в лице при виде этого. Он тут же махнул рукавом в воздухе, и из его рукава сразу же вырвалась полоска лазурного света в попытке схватить талисман. Однако затем произошел невероятный поворот событий. Даже когда лазурный свет устремился к талисману, тот отказался сдвинуться с места и только продолжал направлять в небо столб золотого и серебряного света. Сердце Хань Ли ушло в пятки, и на его лице появилась кривая улыбка. Учитывая огромное волнение, которое вызывал этот талисман, то, что он сделал, не могло остаться незамеченным. Пройдет совсем немного времени, прежде чем кто-нибудь придет выяснять, что произошло. Таким образом, в голове Хань Ли пронесся хоровод мыслей, и он немедленно начал действовать. По его приказу из воздуха мгновенно возникли пятнышки разного цвета, и он тут же убрал миниатюрную черную гору, а также пластины формации, установленные ранее. Затем, сделав паузу, он направился в угол комнаты и сел с равнодушным выражением лица, не обращая больше внимания на парящий в воздухе талисман. Вскоре после этого из 4 стен и двери комнаты одновременно вспыхнул свет, после чего в комнате, как призраки, появилось несколько воинов облачного города в черных доспехах. Все они слегка пошатнулись при виде талисмана, который вызвал такой большой переполох, а затем повернулись к Хань Ли в унисон с холодным взглядом в глазах. Однако они тут же изменились в лицах, проверив уровень культивации Хань Ли своим духовным чутьем, и обнаружили, что он был намного сильнее их. Лидер воинов в черных доспехах принял чуть более доброжелательное выражение, когда спросил: «Это ваше сокровище? Разве вы не знаете, что активация могущественных сокровищ и использование слишком большого количества духовной силы запрещено в облачном городе?» Увидев, что уровень культивации Хань Ли намного превосходит их, они не осмелились выказать ему какое-либо неуважение и решили сначала выяснить, что происходит. Я столкнулся с некоторыми проблемами при усовершенствовании этого сокровища, но я сейчас же во всем разберусь. Хань Ли был довольно спокоен и собран, и, сказав это, издалека схватился за талисман. Массивная полупрозрачная рука мгновенно появилась в воздухе и ухватилась за талисман. Однако, несмотря на все попытки Хань Ли притянуть талисман к себе, он не сдвинулся ни на дюйм, как если бы каким-то образом был полностью заблокирован в пространстве. При виде этого на лицах воинов в доспехах в комнате появилось замешательство, и губы Хань Ли также дернулись в ответ на эту ситуацию. Он глубоко вдохнул и, собираясь приложить еще больше силы к талисману, снаружи комнаты внезапно раздался равнодушный мужской голос. «Нет причин для беспокойства. Раз пространственный ледяной талисман уже активирован вами, он зафиксирован в пространственном положении, поэтому не сдвинется с места, что бы вы с ним ни делали, если только вы не разрушите все пространства в радиусе 1000 футов». Как только голос стих, по комнате прокатились пространственные колебания, из воздуха появилась нечеткая человекоподобная фигура. Воины в доспехах изменились в лицах при виде этой фигуры, и они одновременно почтительно поклонились ей, а лидер уважительно поздоровался. Члены 73-го силового отряда выражают свое почтение старейшине Баю. Человекоподобная фигура была мужчиной в парчевой мантии, который выглядел довольно молодым, но его волосы и борода были белоснежного цвета. Нет никакой ошибки, это действительно пространственный ледяной талисман.
Так, я думал, что все талисманы попали в руки расы Цзячи, но кто бы мог подумать, что один окажется здесь. В отличие от его белоснежных волос и бороды, у мужчины были густые черные брови. На его квадратном лице было радостное выражение, и он, не обращая внимания ни на кого, смотрел только на мерцающий золотисто-серебряный талисман в воздухе. Глава 1593. Цань Цзи. Ханли, сидевший в углу, резко изменился в лице, направив свое духовное чутье на этого новичка. Духовная сила этого человека была совершенно непостижимой, что указывало на то, что он был существом стадии интеграции тела. Мужчина отвел взгляд, а затем махнул рукой в сторону воинов в доспехах и обратил внимание на Ханли. «Вы тот, кто активировал этот пространственный ледяной талисман?» Хотелось бы отрицать, но на данный момент это кажется невозможным, вздохнул Ханли с кривой улыбкой на лице. «С чего бы вам отрицать? Вы столкнулись с огромной удачей», сказал мужчина с намеком на улыбку, оценивая Ханли прищуренными глазами. «Огромная удача. Что вы, Ханли, изменившись в лице, собирался задать вопрос, но незнакомец нахмурился и к одной из стен комнаты. «Брат Цанин, раз уж ты уже здесь, почему бы тебе не показать себя? Ты собираешься передать этот пространственный ледяной талисман нашей расе водяных призраков?» Всего существует не так много пространственных ледяных талисманов, поэтому каждый талисман чрезвычайно ценен. Неужели твоя раса водяных призраков осмелится присвоить его себе? Без древней звездной расы, которая может создать и активировать необходимую информацию, талисман будет бесполезен для тебя, даже если ты его возьмешь, ответил холодный голос. Затем на стене, куда смотрел седовласый молодой человек, блеснула черная тень, вслед за которой беззвучно появилась темная фигура, окутанная серым светом. Фигура стояла у стены, совершенно неподвижно, словно это был нематериальный объект. Холодный голос прозвучал прямо из серого света. Вместо того, чтобы впадать в ярость, седовласый мужчина просто усмехнулся. «Хе-хе, я, естественно, осознаю это. Однако, если этот господин даосист желает присоединиться к нашей расе водяных призраков, то проблем с использованием не будет. Ты хочешь взять пространственный ледяной талисман, чтобы забрать некоторых из наших братьев в безбрежное ледяное царство, верно? Конечно, это было бы хорошо, но у меня нет желания присоединяться к вашей расе. Возможно, он предпочел бы стать приглашенным членом нашей расы инских демонов, равнодушным голосом ответила призрачная фигура по имени Цан Ин. Так ли это? Сложно сказать. Если я правильно помню, среди наших 13 рас существует негласное правило. Если две расы одновременно увидят постороннего человека, другая раса может направить приглашение только после того, как сказала посторонний отклонил приглашение от первой расы. Господин даосист, я Бай Юэ из расы водяных призраков, и я официально приглашаю вас стать приглашенным членом нашей расы. Если вы хотите присоединиться к нашей расе, я могу пообещать вам, что мы поможем вам повысить ваш уровень культивации в течение 100 лет, а также предложим вам множество других огромных преимуществ. Седовласый мужчина отвел взгляд от Цан Ин и сделал официальное предложение Ханли. Однако, говоря это, он пристально смотрел в глаза Ханли, и странный переливающийся свет быстро закрутился в его собственных глазах, по-видимому, излучая невидимую силу, которая угрожала высосать чувство разума смотрящего. Веки Ханли дернулись, и как только он посмотрел в радужные глаза Бай Юэ, его духовное чутье расплылось, и он почти рефлекторно открыл рот, чтобы принять сделанное ему предложение. Однако в следующее мгновение он активировал свою технику великого развития, его зрачки сузились, и в глазах появился пронзительный синий свет, что позволило ему противостоять странной пленительной силе глаз седовласого человека. В то же время Ханли обрел ясность в своем духовном чувстве, после чего в его сердце вспыхнул взрыв ярости. Этот седовласый молодой человек выглядел довольно честным и доброжелательным, но все же он использовал чарующую технику в попытке повлиять на решение Ханли. Если бы не глаза духовного прозрения, то Ханли, скорее всего, бы принял его предложение на месте. Седовласый молодой человек дрогнул при виде этого, и на его лице появилась тень удивления. Цан Ин тоже был несколько озадачен этим развитием событий, но затем он рассмеялся и сказал насмешливым тоном: «Ха-ха, не думал, что твои радужные иллюзорные глаза не смогут повлиять на существо ниже святой расы. Хватит мутить воду, брат Бай. Как ты сам сказал, правило, согласно которому приглашения должны направляться посторонним в последовательном порядке, негласное. Перед лицом пространственного ледяного талисмана никто из наших 13 рас не захочет следовать подобному неофициальному правилу». Выражение лица седовласого мужчины быстро вернулось к нормальному, и он бросил многозначительный взгляд на Ханли, повернувшись к Цан Ину. Поскольку этот господин даосист не собирается присоединяться к нашей расе водяных призраков, я, естественно, не собираюсь заставлять его сделать это против его воли. Брат Цан Ин, а разве ты не собирался пригласить этого господина к твоей расе инских демонов?
Этот вопрос касается пространственного ледяного талисмана, который является предметом первостепенной важности, поэтому никто из нас не может решить, к какой расе он присоединится. В этом случае я не собираюсь тратить свои усилия на то, что ни к чему не приведет, хмыкнул в ответ Цан Ин. Бай Юэ просто улыбнулся и ничего не сказал. Цан Ин тоже засмеялся и замолчал. Хань Ли также ничего не сказал, а синий свет в его глазах погас. Таким образом, в комнате стало чрезвычайно тихо, и воины в доспехах тупо уставились друг на друга, гадая, что им делать в этой ситуации. Однако это молчание было нарушено буквально мгновение спустя. С другой стороны двери внезапно раздался стук, вслед за которым раздался пожилой голос. «Я Цань Цзидзи из древней звездной расы. Могу ли я увидеть хозяина этого места?» Лицо Бай Юэ слегка побледнело, услышав этот пожилой голос, и серый свет вокруг тела Цан Ин тоже стал неустойчиво колебаться. Хань Ли сразу же ответил: «Пожалуйста, войдите, старший. Для меня большая честь приветствовать вас в моей скромной резиденции». Услышав вежливый ответ Хань Ли, пожилой мужчина не стал медлить. Вспыхнул духовный свет, и он прошел прямо через дверь, появившись в комнате в следующее мгновение. Это был пухлый пожилой мужчина в желтой мантии со странной плетеной корзиной на спине. Он был невысокого роста и имел доброжелательные черты лица. «Господин даосист Бай, господин даосист Цан Ин не ожидал увидеть вас двоих здесь», пожилой мужчина приветствовал теплым голосом, словно он действительно только что узнал, что эти два существа были в комнате. «Здравствуй, мы сами только что прибыли». «Верно. Так случилось, что я был поблизости и заметил феномен, вызванный активацией пространственного ледяного талисмана, поэтому я решил прийти и посмотреть». Всего мгновение назад Бай Юэ и Цан Ин смотрели друг на друга с неприязнью, но перед лицом этого пожилого человека они оба вели себя очень осторожно. Хань Ли, естественно, был довольно заинтригован их внезапными изменениями в поведении и направил свое духовное чутье на пожилого человека, отчего волна шока захлестнула его сердце. Магическая сила этого Цан Цзы была безграничной, как океан, и совершенно непостижимой для Хань Ли. По крайней мере, он был не в состоянии определить его уровень культивации в том виде, в котором он находился в настоящее время, а это означало, что пожилой мужчина, скорее всего, находился на пике стадии интеграции тела. Неудивительно, что Бай Юэ и Цан Ин так настороженно относились к нему. Даже если бы эти двое объединили свои силы, они, скорее всего, все равно не были бы соперниками этому пожилому человеку. Значит, здесь действительно есть пространственный ледяной талисман. Этот талисман принадлежит вам, господин даосист? Цань Цзы благосклонно улыбнулся им, а затем взглянул на парящий в воздухе золотой и серебряный талисман и повернулся к Хань Ли. «Все верно, старший», — поспешно ответил Хань Ли с почтительным поклоном. «Ваша фамилия Хань, верно?» Внезапно с улыбкой спросила Цань Цзы. «Откуда вы это узнали, старший?» Хань Ли слегка изменился в лице, и хотя он задал этот вопрос, он, скорее всего, уже знал ответ. Как и ожидалось, Цань Цзы улыбнулся и ответил: «Я слышал о вас от господина даосист Цзя, и у меня также есть ваш портрет. Я собирался послать кого-нибудь, чтобы пригласить вас поболтать через несколько дней, но случилось так, что у меня не было выбора, кроме как встретиться с вами немного раньше, чем ожидалось». «Ты знаешь его, господин даосист Цань Цзы?» — спросил Бай Юэ. Хехе, один из 4 главных марионеточных мастеров нашей древней звездной расы, мастер Цзя, был почти захвачен расой Дзяочи несколько дней назад, и благодаря господину даосисту Ханю он смог спастись невредимым. Так что, конечно, я слышал о нем, ответил Цань Ци, поглаживая свою бороду. Что? Означает ли это, что мастера Дзя отправили на границу? Спросил Цан Ин с удивленным выражением лица. В самом деле, у нашей расы было важное дело, о котором нужно было позаботиться, поэтому у нас не было выбора, кроме как послать мастера Цзя. Мы направили несколько охранников для его сопровождения, но из-за вторжения расы Дзяочи все они погибли. Вы двое интересуетесь внутренними делами нашей древней звездной расы? Спросил пожилой мужчина с веселой улыбкой. Бай Юэ изменился в лице, услышав это, и наигранно улыбнулся в ответ: «Я не осмелился бы вмешиваться во внутренние дела вашей расы. Просто мастерство мастера Цзя в марионеточном искусстве весьма необычно, что делает его незаменимым членом наших 13 рас, поэтому я просто беспокоюсь о его безопасности». В самом деле, мы оба очень рады услышать, что мастер Цзя теперь в безопасности. Было совершенно очевидно, что Цан Ин тоже чувствовал себя очень неуютно. Похоже, я слишком много думаю. Раз этот пространственный ледяной талисман был активирован господином даосистом Ханем, думаю, вы двое не будете возражать, если я приглашу его в нашу расу для разговора, не так ли? Что касается этого места, мы установим ограничения и развернем войска, чтобы полностью изолировать его.
Наша древняя звездная раса направит сюда людей как можно скорее, чтобы установить соответствующую информацию. Цань Цзи говорил вежливым тоном, но он не дал двум другим существам возможности высказывать какие-либо возражения. Бай Юэ и Цан Ин, естественно, не очень обрадовались такой договоренности, но у них не было выбора, кроме как подчиниться подавляющей мощи Цань Цзи. Пожилой мужчина удовлетворенно кивнул, а затем повернулся к Хань Ли с улыбкой и спросил: «Господин даосист Хань, вы согласны проследовать со мной в нашу расу?» Услышав это, на лице Хань Ли появилась наигранная улыбка. Это было приглашение от существа на пике стадии интеграции тела, поэтому он определенно не осмелился бы отказаться от него. Таким образом, ему не оставалось ничего другого, кроме как почтительно согласиться: «Если вы не возражаете против моего визита, я с радостью буду сопровождать вас, старший». Цань Цзи, видя нерешительность в глазах Хань Ли, усмехнулся: «Ха-ха, не волнуйтесь, господин даосист Хань. Если отбросить все формальности, вы тот, кто спас жизнь мастера Цзя, и наша древняя звездная раса не станет за доброту враждебностью». Глава 1594. Огромная ледяная область. Хань Ли не оставалось ничего другого, кроме как заявить, что никогда не думал об этом. В остальном процесс был довольно простым. Воины в доспехах отправились по приказу Цань Цзи собрать сюда больше воинов, временно переведя территорию в радиусе нескольких километров в состояние изоляции. Сама гостиница, естественно, также была изолирована как эпицентр происшествия. Ошеломленного Сян Чжили вызвали в комнату, и Хань Ли покорно улыбнулся в ответ на эту ситуацию. После этого Хань Ли и пожилой мужчина покинули таверну, в то время как пространственный ледяной талисман остался там под охраной множества воинов в доспехах. Бай Юэ и Цан Инь пробыли здесь еще немного и ушли. Однако Хань Ли и пожилой мужчина не стали путешествовать по воздуху через город. Вместо этого они сели в экипаж с двумя золотыми духовными львами, что стоял на обочине улицы рядом с гостиницей. Пожилой мужчина пригласил Хань Ли сесть в экипаж, и гигантские львы поднялись на несколько футов над землей и бросились с невероятной скоростью. Цань Цзи не собирался углубляться в разговор с Хань Ли во время путешествия. Поговорив еще немного, он закрыл глаза в медитации. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, но в его голове проносилось бесчисленное количество мыслей, размышляя, зачем его забрали. Пожилой мужчина заверил его, что он всего лишь пытался отблагодарить Хань Ли за спасение Цзятяньму, но Хань Ли, разумеется, не верил в это. Даже если он спас Цзятяньму, в знак благодарности он уже получил разумную марионетку и на этом исчерпал благосклонность старейшин. Однако, похоже, им требовалась его помощь, чтобы войти в это так называемая огромная ледяная область, поскольку его эссенция крови активировала пространственный ледяной талисман. В этом случае он, возможно, мог бы использовать это как рычаг, чтобы увидеть, сможет ли он получить доступ к использованию транспортной суперформации. Таким образом, он по-прежнему был полезен 13 небесным облачным расам, так что они определенно не стали бы строить против него заговор. Подумав об этом, он почувствовал себя намного увереннее. Экипаж, в котором он в настоящее время ехал, был значительно быстрее, чем другие экипажи, в которых он ездил раньше, и быстро добрался до 8 облачных гор. Хан Ли посмотрел в окно на 8 огромных гор вдалеке, в его глазах промелькнуло странное выражение. Неужели этот Цань Цзи забрал его обратно в свою пещерную резиденцию вскоре после того, как запряженный львами экипаж приблизился к одной из 8 гор, а она внезапно изменила направление и обогнула гору, вместо этого полетев в область позади нее? Хань Ли это немного удивило, но как только экипаж обогнул гору, Хань Ли увидел небольшую крепость в нескольких километрах за горой. Крепость была небольшой, но вокруг нее было около 8 слоев городских стен. Каждый последующий слой городских стен был выше предыдущего по мере приближения к крепости, и только самая внешняя стена была уже более 1000 футов в высоту, в то время как самая внутренняя стена казалась высотой около 10 000 футов. Издалека это казалось крепостью, но, наверное, правильнее было бы назвать ее гигантской башней. Используя свои глаза духовного прозрения, Хань Ли мог ясно видеть, что на городских стенах с интервалом чуть более 1000 футов стояли серебристо-белые статуи. Все эти статуи различались по внешнему виду, некоторые напоминали зверей, а другие — людей. Самые большие из этих статуй были более 1000 футов в высоту, а даже самые маленькие — от 800 футов. Все они были совершенно неподвижны, но от их тел исходила неописуемая угрожающая аура. На городских стенах стояли ряды стражников в лазурных доспехах, вооруженных длинными алебардами. Все они патрулировали стены, но ни один из них не был живым существом. Все они были человекоподобными марионетками. На каждом из 4 углов крепости стояли высокие столбы, и эти столбы были соответственно желтого, синего, красного и зеленого цвета. Все они практически прозрачными и доходили до облаков.
На их поверхностях сверкало множество огромных рун, что придавало им чрезвычайно загадочный и привлекательный вид. Пока Хань Ли с трепетом в сердце разглядывал происходящее, экипаж взлетел в воздух над крепостью, а затем спустился к странному зеленому залу, расположенному в центре крепости. Выйдя из экипажа, Хань Ли взглянул на зал и обнаружил, что с него свисает мемориальная доска длиной в несколько десятков футов. На ней были начертаны золотыми буквами слова «Разумный зал», и Хань Ли сразу подумал о своей собственной разумной марионетке. Неужели этот зал каким-то образом связан с разумными марионетками или это просто чистое совпадение? Пока Хань Ли думал об этом, Цань Цзици усмехнулся. «Пожалуйста, войдите, господин даосист Хань. Это важное место для нашей древней звездной расы, и мы очень редко приглашаем посторонних». «Спасибо за оказанную мне честь, старший», — ответил Хань Ли и почтительно поклонился. Перед лицом этого невероятно могущественного существа Хань Ли не осмелился проявить неуважение, поскольку даже из демонстрации несогласия не вышло бы ничего хорошего. На лице Цань Цзицзы появилась легкая улыбка, и он, махнув рукой, двинулся вперед. По обе стороны от ворот дворца стояли охранники в белых одеждах. Пока пожилой мужчина шагал к воротам, те оставались совершенно равнодушными, словно ничего не видел. Хань Ли был несколько озадачен этим и снова взглянул на охранника, после чего выражение его лица резко изменилось. «Похоже, вы уже поняли это, господин даосист Хань. Эти охранники также являются парой разумных марионеток, обе являются существами высшей расы 9-го ранга, и они могут охранять этот дворец днем и ночью. Помимо нескольких особых людей, которых можно привести во дворец, они без колебаний нападают на всех, кто приближается ко дворцу», объяснил пожилой мужчина, не повернув головы. Хань Ли резко вздохнул, повернувшись к двум марионеткам в белых одеждах с намеком на благоговение в глазах. Эти две марионетки были эквивалентны по силе существам, находящимся на пике стадии пространственного закаливания. Если бы они сопровождали обычного культиватора, они были бы непобедимы для всех существ ниже стадии интеграции тела. Использование таких марионеток для охраны такого зала было огромной тратой. Хань Ли внутренне удивленно прищелкнул языком, в последний раз взглянув на двух невыразительных кукол. К этому моменту Цань Цзици уже вошел в зал, поэтому Хань Ли не оставалось ничего другого, кроме как проследовать за ним через ворота. Внешний вид этого разумного зала казался необычным, но внутреннее убранство было довольно простым. Помимо главного зала, было всего два боковых зала, один слева и один справа. В главном зале не было ничего примечательного, кроме нескольких десятков толстых металлических колонн. Цань Цзицзы прошел прямо к двум рядам стульев, стоявшим в центре зала, и сел на главное место. «Присаживайтесь, господин даосист Хань. Пространственный ледяной талисман — довольно важный предмет, поэтому я уже пригласил сюда двух других старейшин нашей расы. Мы втроем несем ответственность за принятие всех решений за древнюю звездную расу в облачном городе», — с улыбкой сказал Цань Цзицзы. «Понятно. Похоже, этот пространственный ледяной талисман гораздо более важный предмет, чем я ожидал», — кивнул Хань Ли. Он не заметил, чтобы Цань Цзицзы делал что-то необычное по дороге сюда, но каким-то образом уже уведомил двух других старейшин. Это только еще больше усилило разрыв между существами на стадии пространственного закаливания и стадии интеграции тела. «Господин даосист Хань, вы не с громового континента, верно?» Внезапно спросил Цань Цзицзы. Сердце Хань Ли дрогнуло от его слов, но затем он сразу же расслабился, кивнул и честно ответил: «В самом деле, я пришел с другого континента. Господин даосист Цзя уже раскрыл вам мое намерение использовать транспортную суперформацию, старший». Мастер Цзя действительно упомянул об этом мне, и, кроме того, будь вы с нашего громового континента, вы бы точно узнали пространственный ледяной талисман, усмехнулся Цань Цзицзы. Неужели пространственный ледяной талисман настолько известный? Я нигде не видел записей о нем. Не могли бы вы просветить меня, старший? С кривой улыбкой спросил Хань Ли. Он вовсе не винил Цзя Тяньму в том, что он сообщил Цань Цзицзы о его намерении использовать транспортную суперформацию. Напротив, было довольно странно, если бы он этого не сделал. Неудивительно, что нет никаких записей о пространственном ледяном талисман. Это довольно известный объект на нашем громовом континенте, но ни одно другое существо не может его использовать. Без силы всей расы, действующей в качестве поддержки, даже если бы кто-то получил пространственный ледяной талисман, ему было бы невозможно войти в огромную ледяную область. Однако многие существа высшей расы слышали об этом талисмане, объяснил пожилой мужчина с улыбкой. Использование талисмана требует силы всей расы. Эта огромная ледяная область должна быть совершенно необычным местом, проговорил Хань Ли, гладя себя по подбородку. Это не просто необычное место. Некоторые вещи, которые можно получить в огромной ледяной области, могут даже определить судьбу целой расы. Конечно, такие монументальные сокровища чрезвычайно редки даже в там. Главная привлекательность этой области состоит в том, что ее первозданная ци более плотная, чем в мире духов,
А также там произрастает множество в мире духов, с улыбкой объяснил пожилой мужчина. Разве может существовать место с такой богатой духовной ци? Услышав это, на лице Хань Ли появилось недоверчивое выражение. Хе-хе, вы думаете, что это за место? Это обширная ледяная область, да? Пространственный разлом или небольшой дополнительный мир по отношению к миру духов? Цань Цзидзы усмехнулся, поглаживая бороду. «Пожалуйста, просветите меня, старший», — уважительно сказал Хань Ли. С лица пожилого мужчины исчезла улыбка, и он, немного помолчав, продолжил. Это не было полностью подтверждено, но мы почти полностью уверены, что обширная ледяная область — это поврежденное вспомогательное пространство мира истинных бессмертных. Дополнительное пространство мира истинных бессмертных. Несмотря на твердость своего характера, он невольно был ошеломлен этим откровением. Верно. Это должно быть ныне несуществующее пространство в мире истинных бессмертных. Те, кто вошел в это пространство в прошлом, нашли пещерные резиденции и даже останки, которые, как предполагается, когда-то принадлежали бессмертным. Однако никто никогда не видел там живого бессмертного, кивком подтвердил Цань Цзы. Хань Ли потерял дар речи, сидя на стуле с пустым выражением лица. Не нужно так удивляться. В настоящее время это всего лишь предположение, основанное на обнаруженных в огромной ледяной области пещерных резиденций, останков и сокровищ, и мы еще не обнаружили ничего действительно полезного, так что не похоже, что кто-то может просто войти и выйти с необыкновенными сокровищами, которые бросают вызов естественному порядку. Даже упомянутые мною духовные лекарства и духовные фрукты в основном спрятаны в малоизвестных местах, поиск которых требует больших усилий, сказал пожилой мужчина с улыбкой. Глава 1595. Приглашение. Внезапно из-за холла раздался голос. Хотя в огромной ледяной области можно найти много редких и ценных предметов, но то, что вы там найдете, зависит от вашей удачи. Сразу после ворота ворвалась полоска белого света, и как только свет погас, и появился мужчина средних лет в парчевой мантии. У него было бледное лицо с парой узких глаз, а также характерный крючковатый нос. «Ты действительно прибыл сюда довольно быстро, старейшина Ма. Я думал, что брат Хуан доберется сюда раньше», — с теплой улыбкой приветствовал Цань Цзидзе мужчину средних лет. Было совершенно очевидно, что это еще один старейшина стадии интеграции тела из древнезвездной расы, и Хань Ли поспешно поднялся на ноги, чтобы выразить почтительное приветствие. Старейшина Хуан недавно начал изготавливать партию таблеток, и даже если бы он получил известие раньше меня, ему, скорее всего, потребовалось бы время, чтобы добраться сюда. Этот господин Даосист тот, кто активировал пространственный ледяной талисман? Спросил мужчина средних лет, переведя равнодушный взгляд на Хань Ли. «Верно, старший», — честно ответил Хань Ли. Высшая раса 7-го уровня, неплохо. Твоя магическая сила, кажется, более чем в 2 раза выше, чем у существ твоего ранга, и даже существа высшей расы 8-го или 9-го ранга тебе не соперники. По какой-то причине этот старейшина Ма решил рассказать о своих наблюдениях относительно культивации Хань Ли. Хань Ли был весьма ошеломлен тем, что пожилой мужчина смог уловить так много одним лишь беглым взглядом, но вида не подал. Вместо он объяснил почтительным тоном: «У меня есть некоторые особые искусства культивации, поэтому моя магическая сила действительно немного больше, чем у обычного культиватора». Не просто немного больше. Если бы существо с более высоким уровнем культивации вступило в бой с вами, думая о легкой победе, вы, скорее всего, с легкостью сможете склонить чашу весов на свою сторону. Ваше духовное чутье также кажется совершенно неуместным и для существ высшей расы. Золотой свет промелькнул перед лицом мужчины средних лет, когда он применил какую-то секретную технику, и в его глазах появился намек на удивление, осматривая невероятно мощное духовное чутье Хань Ли. Наигранное спокойствие Хань Ли, наконец, дало трещину от его слов, и на его лице промелькнула тень удивления. «Хорошо, старейшина Ма, теперь ты можешь перестать выставлять на показ свою технику божественного досмотра. На самом деле не так уж и странно, что господин Даосист Хань намного могущественнее, чем существа своего ранга. В конце концов, он с легкостью убил несколько таких существ при спасении мастера Цзя, поэтому было бы глупо рассматривать его как обычное существо высшей расы». Пожилой мужчина нисколько не удивился открытием старейшины Ма. «Понятно. Простите меня за мою наглость, господин Даосист. Пожалуйста, присаживайтесь», — усмехнулся мужчина средних лет и сел рядом с Цань Цзы. Хань Ли, наконец, пришел в себя и тоже сел с кривой улыбкой на лице. «По пути сюда я услышал, что вы двое обсуждали вопросы, связанные с огромной ледяной областью, и мне показалось, что вы мало о нем знаете, господин Даосист Хань. Какой смысл ходить вокруг да около, брат Цань? Просто изложить информацию как можно более прямолинейно», — настоял старейшина Ма, по-видимому, с оттенком неудовольствия в голосе. Услышав это, Цань Цзы развел руками и покорно сказал: «Я как раз собирался это сделать, но ваше прибытие оборвало меня».
Ха-ха, теперь, когда ты сказал об этом, я действительно появился довольно внезапно, усмехнулся мужчина средних лет. Раз ты здесь, почему бы тебе самому не рассказать господину Дасисту Ханю об огромной ледяной области? В конце концов, ты когда-то входил туда лично, так что ты гораздо более квалифицирован рассказать об этом, предположил Цань Цзы. Что тут можно сказать? Мне очень повезло, когда я вошел в обширную ледяную область, хотя я и не получил никаких необычных сокровищ или лекарств. Все расы так высоко ценят огромную ледяную область в основном из-за плотной духовной ци. Они хотят использовать его как место, где существа, застрявшие в узких местах на длительные периоды времени, наконец, смогли бы совершить прорыв. Если бы не тот факт, что я однажды вошел туда, я бы не достиг своего нынешнего уровня культивации, мужчина средних лет покачал головой с несколько своеобразным выражением лица. Вы использовали духовную ци того места для собственного прорыва в культивации. Хань Ли был очень удивлен его словам. В самом деле, в то время духовные лекарства, которые можно было получить там, были для меня лишь второстепенной целью. Я вернулся с весьма обычными духовными лекарствами, так что я почти ничего не получил от путешествия туда. Я слышал, что другие получили некоторые чрезвычайно редкие материалы для обработки инструментов и использовали их для создания нескольких разумных сокровищ, печально вздохнул старейшина Ма. Ха-ха, ты должен научиться быть довольным тем, что у тебя есть. Бесчисленные существа из наших 13 рас чрезвычайно завидовали тебе, когда ты был выбран для входа в огромную ледяную область. По крайней мере, у меня никогда не было такой возможности, усмехнулся пожилой мужчина. Если бы я был столь же талантлив, как ты, и сумел бы преодолеть узкое место святой расы всего за 1000 лет, тогда мне, естественно, не пришлось идти в огромную ледяную область. Как ты хорошо знаешь, что это не самое мирное место, равнодушно ответил старейшина Ма. Это правда. На громовом континенте каждый раз появляется несколько сотен пространственных ледяных талисманов, и сколько существ может быть телепортировано в область с помощью каждого талисмана, зависит от возможностей созданной транспортной формации. Наша древняя звездная раса всегда были ответственны за создание транспортной формации для нашего облачного города, но телепортация примерно дюжины существ в область за один талисман — это предел наших возможностей. Тем не менее, я слышал о некоторых расах, чрезвычайно опытных в телепортации, которые могут телепортировать более 30 существ в область за один талисман. Жаль, что мы не можем достать чертежи их транспортных формаций. В противном случае мы также смогли бы отправить больше людей в огромную ледяную область. Отправлять такое количество рас в огромную ледяную область довольно опасно, потому что там начинает царить хаос, размышлял пожилой мужчина, нахмурив брови. Что еще хуже, так это то, что каждый талисман телепортирует существ в случайное место. И если бы группа существ будет телепортирована в ту же область, что и существа из вражеской расы, то битва неизбежна. Все знают, что это был, по крайней мере, дополнительный шанс в 30% прорваться через узкое место, так что ни одна раса не позволила такому количеству высокоранговых существ появиться посреди вражеских расах. Старейшина Ма, казалось, рассеянно размышлял вслух, но в то же время объяснял вещи, которые должен был услышать Хань Ли. Глаза Хань Ли слегка вспыхнули от его слов. Не только это, но и было бесчисленное количество случаев, когда существа убивали друг друга из-за сокровищ и духовных лекарств. Однако самым опасным аспектом огромной ледяной области на самом деле является сама область. Никто не видел там живого бессмертного, но там есть несколько невероятно могущественных древних зверей, каждый из которых настолько мощный, чтобы любое из существ, рискнувших войти в эту область, могло столкнуться с ним. Если вы столкнетесь с человеком с более мягким характером, вы можете разойтись дипломатическим путем. Однако, если вы столкнетесь с жестоким зверем, который будет активно атаковать, даже не будучи спровоцированным, вам придется молиться, чтобы вы каким-то образом пережили это испытание. Вдобавок к этому в огромной ледяной области есть много ужасающих ограничений, которые, вероятно, были оставлены бессмертными. Если вы наткнетесь на одно из них, то, скорее всего, вам конец. Следовательно, часто бывает, что менее половины числа людей, которые вошли в эту область, фактически не возвращаются, добавил Цань Цзы. Услышав это, лицо Хань Ли непроизвольно стало мрачным. После долгого молчания он спросил: «Старший Цань, старший Ма, могу я спросить, когда и как была обнаружена огромная ледяная область? Вы поставили нас в тупик. Никто точно не знает, когда появилась огромная ледяная область, но, скорее всего, оно было обнаружено расами, жившими здесь в древние времена. Говорят, что в то время вспыхнула чрезвычайно важная битва между расами, и даже были использованы великие небесные сокровища. Объединенные силы нескольких высокоранговых небесных сокровищ разрушили пространство, открыв тем самым проход в огромную ледяную область. Однако мы действительно не имеем понятия, как появились пространственные ледяные талисманы, словно они появились одновременно с огромной ледяной областью.
Вначале было более 1000 огромных ледяных талисманов, но спустя столько лет большинство из них было уничтожено, ответил пожилой мужчина. Метод входа и выхода из огромной ледяной области также довольно уникален. При входе требуется талисман, но при выходе его нужно оставить там, иначе не выйдешь. Спустя более 10 тысяч лет огромная ледяная область снова откроется, и талисманы каким-то образом снова появятся по всему громовому континенту. Вдобавок ко всему, талисманы не могут телепортировать существ ранга святой расы или выше, поэтому никто из старейших 13 рас не может получить доступ к этой области. В противном случае все не было бы так хлопотно. Кстати, мне действительно любопытно, как вам удалось получить этот пространственный ледяной талисман, господин даосист Хань. Старейшина Ма бесстрастно повернулся к Ханьле. Сердце Ханьли содрогнулось, увидев перемену в поведении старейшины Ма, но ответил, сохраняя спокойствие: «Я получил этот пространственный ледяной талисман от некоего господина даосиста Юаня из вашей древней звездной расы. В то время город, в котором мы находились, был окружен расой Цзячи, поэтому он передал по нефритовой шкатулке каждому из своих товарищей, включая меня, чтобы мы могли забрать их из города. Он попросил нас передать коробки любому старейшине из 13 небесных облачных рас и уничтожить их, если мы не сможем уйти от преследователей расы Цзячи. Мне было очень любопытно, что в шкатулке, поэтому я решил открыть ее и невольно активировал этот талисман, кто-то с фамилией Юань. В таком случае это должен быть тот, кто отвечает за город Зеленого Света». Вместо удивления Цань Цзи просто спокойно кивнул. Оказалось, что он уже догадался о происхождении этого талисмана. Сердце Ханьли дрогнуло. В этот момент лицо мужчины средних лет потемнело, и он сказал: «Мы не получали никаких новостей о других пространственных ледяных талисманах, собранных другими расами в облачном городе, так что это означает, что все остальные попали в руки расы Цзячи». Скорее всего, так. Очевидно, их армию возглавляют два существа святой, и они даже развернули боевой ковчег уровня крепости, так что нам уже очень повезло, что господин даосист Хань смог вернуть хотя бы один талисман, вздохнул Цань Цзи. В этом случае для нас будет довольно неприятно. У наших 13 рас вместо 18 талисманов намного меньше, чем обычно. Напротив, количество существ Цзячи, которые войдут в огромную ледяную область, значительно увеличится, сказал старейшина Ма с мрачным выражением лица. Мы ничего не можем с этим поделать. Мы собрали все пространственные ледяные талисманы, которые могли, и когда мы получили известие о том, что были обнаружены еще 5 талисманов, мы подумали, что наткнулись на золотую жилу. Однако раса Цзячи внезапно атаковала в этот решающий момент, прежде чем мы смогли переправить 5 талисманов в облачный город, что привело к их потере, вздохнул Цань Цзи, слегка прищурившись. Старейшина Ма кивнул и повернулся к Ханьле, говоря серьезным тоном: «В таком случае нет смысла тратить время на слово. Господин даосист Хань, вам придется сопровождать кандидатов из нашей древней звездной расы в огромную ледяную область, когда придет время.